Здравствуйте, друзья! Надеюсь, вы не скучали без нас. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему в России вымирают деревни. А фоном вы посмотрите на наш осенний Северодвинск, где мы проводим нашу зиму перед очередной поездкой в деревню. Ну и еще в этом видео будет несколько кадров из нашей деревни 2018 года. Очень хочется узнать ваше мнение о том, надо ли жить в деревне или в городе все же лучше. Итак, почему же все меньше людей остается в деревне? Россия – это исторически крестьянская страна, корни и традиции и вера идут от земли. Землепашец был главным героем на этой огромной территории всегда. Но мы дружно 20 лет назад переместились из социального государства в олигархический феодализм, а современные феодалы делают все, чтобы сгонять остатки деревенского населения в города, поскольку люмпинам, оторванным от земли, забывшим свои корни, управлять намного проще. Дав нищенские пенсии, подменив полноценные зарплаты кредитами, снижая каждый год затраты на социальные нормы и постепенно заменяя россиян иностранцами, которые не имеют ничего общего с этой историей и землей, она им чужда. Если посмотреть в прошлое, то мы видим, в начале 20 века в сельской местности проживало 87% населения России. Спустя 100 лет ситуация кардинально изменилась, а в деревнях осталось лишь 26% жителей страны. Каждый год несколько тысяч российских деревень становятся покинутыми и заброшенными. Люди массово перебираются из деревни в город, провоцируя высочайший за всю историю государства уровень урбанизации. Что же заставляет людей покидать родные края, и вымрут ли деревни в 21 веке? Сейчас немного поговорим об этом. Урбанизация, то есть переезд людей из деревень в города, стал естественным процессом в последние 200 лет. Высокая концентрация жителей в одном месте позволяет городам быстро развиваться, строить фабрики и заводы, прокладывать общественный транспорт и так далее. Но вы сами видите, что в городах сейчас намного больше строят инфраструктуры различных магазинов и прочего. Однако в современной России мало естественных причин, которые объясняли бы столь быстрый рост городов. Медленно развивается промышленность, рабочие места в маленьких городах отсутствуют, регулярные кризисы и повышение цен не дает никакого развития городам. Помните, если раньше при переезде из деревни в город у людей были перспективы, то сегодня они весьма туманные. Большинство мигрантов живет в спартанских условиях, и об улучшении уровня жизни речи здесь не идет. Удивительно, да? Почему же народ все равно рвется в город? Я почитал тематическую литературу, и специалисты выделяют две причины вымирания деревень – аграрная политика и оптимизация государственных учреждений. В принципе, в этом что-то есть. Смотрите, в советское время деревни существовали за счет колхозов. Сильные колхозы выращивали много урожая, приносили доход от их продажи и обеспечивали высокий бюджет. Слабые колхозы поддерживались государством за счет дотаций и привлечения специалистов. Везде был баланс. В результате в деревнях строились больницы, школы, дороги, покупалась разнообразная техника. Населенные пункты стабильно росли, а подрастающее поколение точно знало, чем будет заниматься. Сельским хозяйством в колхозе рабочие руки нужны были всегда. С падением Советского Союза колхозы оказались разрушены, а сельскому населению позволили влиться в рыночную экономику и стать фермерами. Однако рынок быстро захватили крупные агрохолдинги, что и сейчас происходит. Малым и средним фермерам конкурировать с ними оказалось невозможно. Компании с большим объемом финансового оборота имеют преимущество, к тому же крупный бизнес поддерживается государством. Иногда даже они, сами чиновники, этот бизнес и организовывают. Поэтому экономика стала ориентироваться именно на крупные агропромышленные комплексы. Обычным фермерам все труднее выдержать цену и тяжелее найти клиентов для сбыта продукции. Мне кажется, это делается умышленно. Отсутствие поддержки со стороны государства остановило развитие деревни. Село перестало приносить государству доход, а значит, больше не строятся дороги, государственные учреждения лишаются финансирования и сокращаются. В нашем селе, например, закрыли больницу, почту, клуб. В ситуации, когда в населенном пункте закрываются школы и больницы, а также нет никаких шансов найти работу, люди вынуждены перебираться в город. Могут ли деревни полностью исчезнуть с карты России? Лично мое мнение, что несмотря на вымирание деревень, полностью они не вымрут.
Существует и обратная тенденция – миграция городских жителей в деревню. У половины россиян есть дачи, на которых они проводят много времени. Кроме того, сельская местность кажется привлекательной благодаря низким ценам, тишине, девственной природе и экологически чистым продуктам. Учитывая развитие информационных технологий, позволяющих работать из любой точки планеты, а также появление в деревнях газа и света, все больше горожан отдают предпочтение деревенской жизни. Это удобно, правда ведь? Разумеется, они не будут копаться в земле и заводить скот. Чтобы поддерживать малое сельское хозяйство и высокий уровень жизни в деревне, на это нужно выделять деньги. А с нынешней политикой оптимизации в кавычках и экономии на это нет средств. Скорее всего, процесс вымирания российских деревень уже не остановить. Полностью они не исчезнут, однако кардинально изменят свой внутренний и внешний облик. Кто-то возразит, а как же тогда в Европе существуют деревни? Ответ кроется в российской территории и расстояниях. Представьте, к примеру, что от вашего села до ближайшего города 120 километров. Столько же до ближайшей ЖД-станции, столько же до ближайшей судоходной реки. И на этих 120 километров нет ничего, просто степь и указатели влево-вправо. Такая-то деревня 10 километров. Мы очень разрежены по расстоянию. Это увеличивает издержки на транспорт, сбыт продукции, строительство дорог, электросетей, водопроводов, газопроводов. Нужно построить 120 километров инфраструктуры, чтобы охватить крохотное население в 10-20 тысяч человек. Капитализму нынче это невыгодно. В Европе же 120 километров – это целое государство с сотнями тысяч и миллионами жителей. Ты строишь одну дорогу и обеспечиваешь сразу 50 населенных пунктов. Попробуйте найти в Германии деревню, которая будет удалена от города на 120 километров. Да там даже между городами по 30 километров всего. А глухих отдаленных деревень там вообще нет. По сути, у них даже не деревни, а пригороды. Это большая разница. В пригороде при большой плотности населения ты можешь заниматься не только сельским хозяйством, а чем угодно. Хочешь людей стриги, хочешь музыке детей обучай. Работа всегда найдется, потому что рядом много людей. Вот и получается, насколько наша гигантская территория – это богатство, настолько же она проклятие, которое тормозит наше развитие. Лично мы думаем, что надо жить в деревне, которая находится недалеко от городских ресурсов. То есть надо жить в деревне и при необходимости пользоваться благами и ресурсами города. Так и работа будет всегда, и дети смогут в городской школе учиться. Но ради бога, не старайтесь жить рядом с мегаполисами, типа Москвы или Ленинграда. Это очень нивелирует проживание на деревенской свободе и душит людей ценами и городскими проблемами. А так, в деревне типа нашей жить спокойно и приятно. До ближайшего города 15 минут на автобусе или машине, в то время как даже в нашем маленьком Северодвинске я до работы еду 30 минут. Друзья, а как вы считаете, где лучше жить человеку в нынешней России? В городе или в деревне? Напишите в комментариях, хотелось бы узнать ваше мнение. Благодарю всех, кто остается с нами, несмотря ни на что. Мы вас очень любим и очень рады вам всегда. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра!